здоровье! In Rusland is er volgens mij geen stad die zo werd bepaald door Jozef Stalin dan Magadan. Ik las dus dat voor Stalin 1 dode een tragedie was, maar 1 miljoen doden een statistiek. Dankzij deze cynische man werden vanaf de jaren 30 miljoenen Russen zonder reden gearresteerd en in kampen gestopt. En ik merk dat onder Poetin die zwarte bladzijden langzaamaan weer worden weggemoffeld. Hoe gaat Rusland eigenlijk om met dat pijnlijke verleden? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы из Голландии приехали. Из Голландии. Из Голландии. Мы из Голландии приехали. А я думаю, кто тут такой идет. А скажите, пожалуйста, вы заключенные были? Ну, да. В лагере? Да. А это был какой лагерь? На материку был Челябинский лагерь. Это я была политически, 58 статья. Во время репрессий, да? Ага. А почему официально они сказали, почему арестовали? Почему? Враг народа? Ну, что, не знаю, какое времени было. Пишут, что какой был враг народа, был все. Надо, не надо. Спросили тебя, хоть не так, он написал, что так он хочет. А что ты ему докажешь? Я-то не говорила, я не видала. Видала ты. Ложись, даст тебе хорошенько. Ты ничего не скажешь, не будешь отвечать, он написал то, что он хочет. То, что он хочет. А как же? Это было надолго вы в лагере сидели? 10 лет давали срок. 10 лет? На 58-я сидели дыши. А как это, вот, потому что для меня сейчас холодно. А как это было в лагере? Какие условия это было? Хорошие и плохие разные. Лагерь, ну и лагерь. Лагерь тоже все. На допросах, как было, уже в лагере уже хоть легче. Уже дали тебе срок, ты ходишь, работаешь, как кусок хлеба. Потому что живешь, если ты хочешь, куда ты поденешься. А куда ты поденешься? Что бегать? Вы вспоминаете о лагере? Да. Сижу и наплачусь, не вспоминаю, сижу наплачусь, и друзей вспоминаю, которые вместе кушали, и которые освободились, и которые поумирали, поубивали. Ехали сюда, сколько умерло нас с города, когда везли, я живу на Франковскую, так? А надо добраться сюда. Мы с нами ехали месяц. Скажите, пожалуйста, а сколько вам лет, если не секрет? Сколько вам лет? Сейчас? Сейчас? 80-й. 80. Ага. Пошел 80-й год. А когда меня арестовали, было 17 лет. Я с 29-го года. Вот, все. Удачи вам. Удачи вам. Удачи, спасибо. Удачи вам. Куда вы сейчас? И вам удачи, спасибо. Спасибо. И мне удачи. Ходила в магазин, нет, то, что мне надо, так домой. Ага. Может быть, другой магазин еще. Там нет, я сюда, я там живу. Хорошо. Ага. До свидания. До свидания, спасибо вам. Спасибо. Извини, может так, не так, я так по-простому, ла-ла-ла. Нет, это было очень интересно. Ага. Очень интересно. Спасибо вам. Пожалуйста. До свидания. Toen de archieven opengingen in het eind van de jaren 80 tijdens de perestrojka, was er 1 man, Ivan Panikarov, die een museum opende om al die honderdduizenden slachtoffers in de Kolyma-regio te herdenken. Иван, скажите, пожалуйста, вот это здание, это для вас что-то значит? Ну, по крайней мере, до недавнего времени значило. А в настоящее время, ну, здесь уже нет. Ничего нету, да. А что здесь было? Музей «Память Колымы».
Zoutbloed, hè? Да. Ну что, ну вот 2 года администрация обещала оплачивать услуги коммунальные. Не оплачивали. Меня заливало несколько раз, здание наверху сейчас никто не живет, окна выбиты, разбито все. Айван, это что-то я не могу понять. У вас такой хороший инициатив, ну, основать музей. Даже Да. это не государство, это ваша идея была. Ну да. А потом вы не получаете субсидии. Обращался несколько раз и к главе, и в районное собрание представителей. Ну, тут рассказывать можно много, но и не для съемки, конечно, ибо я могу наговорить столько, что потом мне расстреляют меня как врага народа. Почему вы думаете? Ну, потому что это минус местной власти, понимаете? Вот это что происходит, все люди в Ягодном говорят, как так? Закрывается музей. А власть... Ну, Местные, да, они да. тоже. Люди местные все, ну, не понимают, что происходит. А дальше еще есть? Был, есть. Вот эти 2 комнаты непосредственно ГУЛАГа касались. В этой комнате здесь на стеллажах были орудия труда заключенных, сделанные их руками. Тут ножницы, багры различные. Ну, Здесь был о ГУЛАГе. да, непосредственно ГУЛАГ. Да, здесь ну, Это еще осталось? это гулаговских времен, это транспортерный валик или каток. Вот, А вам не трудно здесь быть, где здесь был эти вещи, а сейчас пустое место? Наверное, трудно. Да нет, ладно, что там. Здесь вот были вещи, предметы быта, скажем так. Ложки, миски, сделанные из консервных банок. А почему здесь не все уже убрали, все вещи? Ну это я оставляю, просто мне некуда. Это всё Места здесь, нет? Да. Это был бесплатно музей? Конечно, Да? бесплатный. История не продается. Magadan ligt op 9000 kilometer vliegen van Moskou, hier helemaal aan de andere kant van Rusland. Magadan was een beetje het centrum van de Gulagkampen. Vanuit Magadan gingen die gevangenen, die trokken over dit hele gebied. Je moet je voorstellen, dit gebied is ongeveer net zo groot als West-Europa. En het was gewoon één grote gevangenis. En die mensen die gingen precies over de weg waar we nu rijden, trokken ze naar hun kampen toe. En we hebben gehoord dat er een loodmijn is hier in de buurt. Die er nog steeds staat, ook met het kamp eromheen. En ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Stalin had een probleem. Hij wilde binnen 10 jaar net zo welvarend zijn als Europa. En daarvoor had hij het goud nodig dat zat verstopt in dit ruige Siberië waar niemand wilde werken. Dus was slavernij voor hem het enige alternatief.
In de jaren 30 richt Stalin het staatsbedrijf Dalstroy op om al die rijkdom uit de grond te halen door die gevangenen die constant worden aangevoerd. Pavel Zhdanov is een plaatselijke fotograaf en die komt hier regelmatig en die heeft zich verdiept in de geschiedenis van de Kolyma. А Паша, скажите, пожалуйста, как называется лагерь, который сейчас мы находимся? Это лагерь называется Днепровский. Ну, в честь реки Днепр на Украине. Был открыт в июле, по-моему, 25 июля 1941 года. И просуществовал он до середины 50-х годов. Свернуто производство было здесь в 55-56 году, когда Дальстрой как система перестала существовать, и многих заключенных отпустили на свободу, и рабочей силы не хватало. А сколько здесь заключенных было, например? Ну, и по некоторым данным, до 12 тысяч, но судя по той территории... В этом лагере? В этом лагере. Но судя по той территории и по остаткам бараков, которые здесь находились, в пределах 5-6 тысяч, не более. Сколько часов работали заключенные? Ну, это во многом зависело от температуры, которая была, потому что здесь температуры поднимались до 55-60 градусов. Но актированным день считался после 55. То есть морозы стояли страшные, но люди, тем не менее, заставляли работать. Правда, в штольнях температура значительно была выше. Ну, то есть не было, конечно, 50, там где-то в пределах 10 градусов внутри. Но людям приходилось вот как поэтому, вытаскивать породу, сбрасывать сюда, выходить на поверхность. Естественно, за 12-16 рабочих часов сил оставалось мало. И основная часть людей, которые здесь погибли, похоронены, это люди, которых не расстреляли здесь, а те, которые были обессилены, которые умерли от болезней, сил не оставалось у людей. Да. А Паша, что ты думаешь, было бы возможно отсюда убежать? Ну, многие убегали. Убегали? Да. А куда? Убегали в никуда, да? Да. Есть как бы две возможности. Дойти до материка и оказаться в центральной части страны было невозможно. Можно было уйти в лес и там в течение, предположим, зимы найти обустроить себе какое-то жилье, заготавливать себе пищу, ягоду, отъесться, как они говорили. Но главное не работать в это время. Да. Но, а потом вернуться? Этих людей выслеживали, этих людей выслеживали, возвращали в лагерь, давали новые сроки, или, как говорили здесь, срока. Ну и, соответственно, тот человек, который получал, предположим, 8 или 10 лет первоначально, в конце концов, мог отсидеть и 25, и более. О, сейчас будет глубоко. А вы можете представить, как работать здесь, на таком месте, в такие условия? Сами вы можете? Ну, мне достаточно трудно, по той самой причине, что понятно, что здесь стояла охрана, охрана жгла костры, люди замерзали, пытались греться, но охрана не всегда подпускала к кострам, потому что с охраны же спрашивали, опять же, тот же самый план, почему они не обеспечили, не заставили людей работать. И охранники точно так же боялись оказаться среди
этих же заключенных. Потому что сегодня ты охранник, завтра ты заключенный. Vanmiddag hebben we dan gedraaid bij die gulag. Maar het is te laat geweest om te vertrekken, dus we moeten hier nu overnachten. En we zitten hier, we overnachten eigenlijk midden in die gulag. Het hout van dit vuur komt van die gulag vandaan. Ik probeer me nu voor te stellen hoe dat moet zijn geweest. Het is nu ook, wat is het, min 20, min 25. En het is hier lekker warm aan het vuur, maar je doet 2 stappen verder en je adem bevriest. In deze omgeving zijn 2.749.163 mensen doodgegaan. En dit is de officiële schatting, dus je kan je voorstellen wat de onofficiële schatting is. Oh man, ik heb een beetje te veel gedronken gisteren. Ik had het lumineuze idee om nog een extra fles wodka uit mijn koffer te halen. We dachten dat de wodka op was. Maar toen kon ik me opeens herinneren dat ik nog een flesje in mijn koffer had zitten. Dat had ik gewoon niet moeten doen, denk ik. Hoe ga ik dit doen in godsnaam? Сейчас холодно, наверное. Я думаю, тепло. Тепло? Идет снег, значит градусов 10, не меньше. Минус. Минус, естественно, Да, минус. вот это тепло. Это тепло, да. Конечно, это можно высыпать в кастрюлю. De Russen noemen het gretschka. Volgens mij heet het in Nederlands boekweit. Ik heb het in Nederland nooit gegeten, maar in Rusland ben ik ermee begonnen en het is eigenlijk hartstikke lekker. Auw. Als je niet je vingers eraan brandt. Это как щи. Да, но это лучше, чем заключенных кормили. А как кормили заключенных? Что, например, кормили? Ну, чаще всего это, например, было там рыба, какие-то там головы там и прочее. Ну, в один день Иван Денисович, если читали, там, в принципе, описание достаточно подробное. Какая-то мука, разведенная в этой баланде. Так баланда и называлась это. А, Паша, говорят, ну, у нас говорят, что эта дорога как называется даже дорога костей. Это у вас так говорят? Да. Ну, я уже думаю, что это метафорическое выражение, потому что здесь при строительстве этой дороги погибло большое количество людей, потому что они строили и зимой, и летом, и осенью, потому что нужно было срочно строить дорогу к тем месторождениям, где добывали золото. Естественно, многие погибали. Ik zou graag willen dat dit een metafoor was, maar later op de reis vertellen verschillende mensen dat die weg wel degelijk van botten is gemaakt en dat die in de zomer als de grond ontdooit tevoorschijn komen.
Alles in Magadan herinnert aan het verleden. Gevangenen bouwden deze stad en alle inwoners zijn nakomelingen van die gevangenen. Ik kreeg vorig jaar een telefoontje uit Sint-Petersburg. Daar was een mensenrechtenorganisatie Memorial bezig aan een expositie over de Gulagkampen. Kort voor de expositie valt de politie hun kantoor binnen en neemt meer dan 20 jaar onderzoek in beslag. Dat zijn meer dan 2 miljoen archiefstukken. Aan de andere kant doen ze er alles aan het verleden zo rooskleurig mogelijk te maken. Bijvoorbeeld bij een bijeenkomst van geschiedenisleraren waar Poetin zei dat Russen zich niet schuldig hoeven te voelen over hun verleden. In plaats daarvan wordt Stalin in de nieuwste geschiedenisboeken een effectief manager genoemd. Moet je proberen voor te stellen hoe dat moet zijn geweest voor die eerste gevangenen. De eerste gevangenen die hier aankwamen. Die had een hele rit achter de rug. Trans-Siberië naar Vladivostok. Dan 800 kilometer in een boot. En ze komen hier aan in de haven en er is gewoon nog helemaal niks. Dit was gewoon taiga, tot aan de bergen. De eerste gevangenen moesten vanaf helemaal niets een stad maken. Natuurlijk eerst voor de commandanten, dan voor zichzelf. En ja, ik kan je nu vertellen, het is nu echt stervenskoud. Maar in de winter is die zee dus helemaal bevroren en kan je alleen maar met ijsbrekers daar doorheen gaan. Ik kan me niet voorstellen hoe die mensen dat hebben gedaan in het begin. En daarna ging het dus jarenlang door. Elk jaar duizenden mensen kwamen erbij. Een kwart van de gevangenen ging al dood tijdens die boottocht, vertelde een echtpaar aan mij. Zij overleefde het wel. En sterker nog, op de dag van hun vrijlating trouwden ze. Ze wonen in zo'n typische krappe Sovjetflat waar heel Rusland nog steeds mee bezaaid is. En die zoveel op elkaar lijken dat ik regelmatig het verkeerde huis binnenloop. Вы можете рассказать о путешествии на пароход из Владивостока до Магадана? Когда меня везли сюда? Да. Там что рассказывать? Нас посадили на пароход и в трюм. Лесенка, спускайтесь сюда. Там сделаны нары, тоже на нижней части трюма, а кто-то на нары повыше залез, полностью набили и все только раз в день выводили на палубу. А потом опять туда, и люк закрывали, и все, поплыли дальше. Помню, вот в это время, как раз, в октябре, вот, качка была. Думала, в трубе вода. Я думала, мы там потопимся. Да, вылезли мороз 50 градусов. Как же не помню. Это, как называется лагерь, где вы попали? Это Берлак, береговые лагеря. А что там? А там мы строили электростанцию, там большая была зона. И потом нам дали там же сразу матрацы и вывели на поле, и говорит, набирайте травы и набивайте матрацы, на них будете спать. Там еще ничего не было, все новое. Ничего не было там сначала? Ну, бараки были построены, чтобы не разбежались, и проволока вокруг была, все было. А еда, как была еда? Еда была, конечно, такая, что с голоду не умрешь, но и не разжиреешь. Такая, чтобы только человек мог работать, не упал. Ну, например? Суп, например, был, водичка, немного крупы там, и постное масло на заправку. И нормочка 500 грамм, тарелка супа. А на второе каша. Черпачок такой, черпают каши.
в основном была гречка и еще... Гречка даже. Фу, это... Овес. Овсянка. Овсяная каша, 100 грамм, и все. Если заработал больше нормы, то 2 дадут. Еще 100 грамм добавка. А норм, это сколько было у вас? Норма, вот было надо вывести в лесу 4 кубометра леса. Женщины? Женщине, санки такие, упрягаемся, палка такая длинная, и вдвоем тягнем санки по снегу. Вот. А когда минус 50 было, они отпустили? Да. Да, когда... Что-то было 49 работали. А 49 градусов минус? 49 работали. Работали. Да, или вышли на работу, а потом уже сказали, снимайте пораньше. Ну, Значит, до 50 нормально? да. Сказали? Да. Na de dood van Stalin werd Dalstroy opgeheven. Maar het hoofdkwartier staat er nog steeds als een vervallen herinnering aan een donker verleden. Sinds de perestrojka worden de slachtoffers van Stalin elk jaar nog steeds herdacht. Maar die bijeenkomsten trekken steeds minder mensen. День памяти жертв политических репрессий должен был быть днем всеобщего траура, потому что жители нашей страны пережили национальную трагедию, которая началась сразу после октября 1917 года. Для нашего поселка и для нашей области это не просто календарная дата, это день памяти о сотнях тысяч людей, по воле рока, ставшими первостроителями Магаданской области и нашего поселка. Ну, к великому сожалению, вот вчера об этом дне я не слышал информацию, и коллега мой по работе пришел возмущенный, говорит, день памяти жертв политических репрессий, но об этом ничего не говорилось. А местное телевидение, они тоже вчера ничего... Не говорили ничего, да. Пропадает. Хотя бы взять вот нынешний ваш визит. Вы приехали за 15 тысяч километров, за 20 тысяч километров сюда, да? Да. Вас интересует это. Да. А за время моей жизни здесь, на Колыме, ни одна ни телекомпания, ни кинокомпания российская здесь не была. School nummer 1 in Magadan is nog steeds vernoemd naar Nadezhda Krupskaya, de vrouw van Lenin. Dat lijkt me nogal verwarrend voor de leerlingen. Alsof er niks veranderd is. Alsof de Sovjet-Unie nog steeds bestaat. А вы все родились в Магадане? В Магадане родились? Да. А родители тоже в Магадане родились? А дедушки, бабушки, дедушки тоже родились? Нет. Да? Нет, да? У кого еще? Да? А когда они сюда приехали? Сюда не приехали? Сюда было. Снова здравствуйте. Ну что ж, пожалуй, начнем. Итак, тема нашего урока сегодня особенная, противоречивая. Тема нашего урока с вами – это тоталитарное государство, за и против. То есть мы с вами должны будем определить положительные и негативные моменты в истории этого самого явления. Итак, у нас есть план урока. Обратили внимание все на доску, посмотрели внимательно. Первое, что мы рассмотрим, это формирование тоталитарного строя. Одним из ключевых элементов тоталитарного государства является репрессия. И тем не менее, вопрос каждому из вас. Благо это или
негатив для государства такой тоталитарный режим, как вы думаете? Андрей? С одной стороны, это благо, а с другой стороны... А в чем польза для страны? Польза? Строгая дисциплина была в государстве. Хорошо, а дисциплина – это польза? Это польза, однозначно. Хорошо, а негатив в чем заключался? А негатив в том, что людям нельзя было высказывать свое мнение. То есть, к примеру, тот же самый пример, быть против советской власти, это сразу будет, враг народа будешь. Хорошо. А какая цель была у государства советского в тот период времени? 30-е годы, 40-е, после революции, после гражданской войны, Андрей? Восстановить экономику. Восстановить экономику. Индустриализация страны. Хорошо. Всякая ли цель у нас оправдывает средства, мы сейчас узнаем. Сколько вам лет? 16, 15. Младший? Нет. Скоро будет 16. Через неделю. Через неделю? А как вы считаете, Сталин, в общем, он был хороший лидер или не хороший? Тем не менее, Сталин сделал из аграрной страны мощную индустриальную страну, которая могла соперничать уже с передовыми странами Европы. То есть он ее вывел на тот же уровень, можно сказать. Поднял страну. Вы не думаете, что если они в учебнике говорят, что Сталин, у него тоже был плюсы, что, может быть, это опасно, что может быть, будет опять такой лидер? Ну, как бы мы то, что считаем в учебнике, мы также осмысливаем со своей точки зрения. Как бы, в учебнике тоже написано, но надо все равно приложить свои мозги, подумать и уже делать свои выводы. С позитива или с негатива? Великобритания, индустриализация, ее путь был пройден за 300 лет. Франция за 200 лет. Советский Союз это сделал за 25 лет. На миллионы человеческих жизней. Мы как люди можем это оправдать? Нет. Нет, не можем. Хорошо, вопрос к каждому из вас. А вы живете в Магадане, откуда вы здесь взялись? Родители ваши сюда приехали? Хорошо, они приехали уже в готовый город? А как можно построить готовый город в таких условиях? Анадырь, Магадан, Певек? Насильно. Есть аналоги такого крупного развития севера, может быть, в Канаде, в Норвегии? Нет. Почему это делает Россия именно? Чтобы развивать свои отсталые районы, чтобы они были развиты. Хорошо. Андрей, ты бы хотел бы жить в тоталитарном государстве? Я? Ну, смотря какое оно было. Вот какое есть. Ну, вот в таком, как Советский Союз, нет. Нет, но ты его оправдываешь, существование такого режима? Нет. Хорошо, ты хотел бы жить в Италии Муссолини или в Германии Гитлера? Тем более нет. Тем более нет. Но ведь ты же оправдываешь частично тоталитаризм. Частично, но не полностью. Частично, но не полностью. И дедушка как бы не очень любил и всячески это любил подчеркивать. То, что он презирает советскую власть. Из-за этого он оказался здесь. Значит, ты думаешь, можно оправдать репрессии, да? Потому что это было такое развитие, что... Как-то это достаточно сложный вопрос. Репрессию, наверное, можно оправдать с какой-то точки зрения, а с какой-то точки зрения нет. Такое количество погубленных жизней – это гигантская цена за то, что мы достигли. Но мы чего-то достигли. Дело в том, что мы сегодня были в школе, а там они учат, что время репрессии есть плюсы, есть минусы. Они не говорят, безусловно, что это был плохой период. Они говорят, что зато как развитие экономики. Что вы об этом думаете, что они так учат детям? Ну, это тут своя история. Мы не можем ничего сказать. Ну, это развитие экономики, может, экономисты там свое видение этого времени представляют так. А мы, например, ничего не представляли. Я даже думаю, что лично Сталин, может, даже сам не знал, что тысячи людей загоняют в лагеря. Не знал? Может. Ну, мог не знать, что тысячи людей невинных загоняют в лагеря.
А кто знал, это, конечно, только Берия. Вот тот точно знал. Берия? Да. Ну, не знаю, это был Ну, период был, что да, тут страшная война, сосед страшная. боялся соседа. Да. Как москвичи, где-то я читал тоже книгу или это. И дрожали, что сегодня соседа забрали, ночью приехали, а завтра меня заберут. Вот все. Опять? Да, ну тут не сводиться. Так. Напоследок. Вы подумайте только так. Вот привезли девчонок, например, мне было 22 года, и сразу в лес, на лесоповал. Как вы думаете, 50 градусов мороза от Украины? Страшно было или нет? Страшно. А 46-й год, это было очень еще трудно даже вольным людям, потому что после войны, только война кончилась. А что в лагере, что там кушать было? И отопления не было. Понимаете, как не страшно прийти из леса, и там только пока эта бочка топится, там чуть-чуть успеешь руки погреть, а в бараке 100 человек. Каждый хочет руки погреть. Вы понимаете, эта труба, что дым идет, она была блестящая от наших рук. От наших рук. Каждый хочет хоть руки помыть. Как, страшно или нет? Страшно. Конечно, страшно. Было время такое. Ну, все, наверное. Больше не будет такое время. Я думаю, Не должно что быть. никогда не будет такое. И дай Бог, чтобы не было, чтобы же наши дети, внуки ничего знали. не знали плохого. Пусть они живут бедно, не богато, не все могут быть богаты. Ну, чтобы не боялись ничего. чтобы не боялись войны, самое страшное. Вы понимаете? О! Не знаю. Нет, сейчас не могу, да? Пуль, как называется? Патронов. Патронов нет сейчас. Нет? AK-74. Het meest betrouwbare wapen in de wereld. Почему здесь дети учат? Да. Дело в том, что я не знаю, как в вашей стране, в нашей стране обязательно служба в армии. По этой причине у нас один из элементов обучения или подготовки к службе в армии – это знание самого примитивного оружия, автомат Калашникова. Ну, служба армии, понятно, но именно в школе, почему? У нас в государстве есть учебная программа «Основы военной службы». Так как армия перешла на 1 год службы, к этому году необходимо молодого человека подготовить, чтобы он более продуктивно отслужил год. А это новая программа или уже? Это новая программа. Когда она введена в 2004-2005 году всего лишь. Здесь все вещи музея сейчас находятся, да?
Да, часть вещей здесь, а часть в квартире. Так, все в коробках. Да. Что? Так, что здесь? Это одежды? Это да, это вот ремень, сделанный из транспортерной ленты. Они тоже обувь делали, да, от транспортной ленты? Да, вот есть там, я сейчас вам это все покажу. Это рабочая куртка зимняя. Вот тут немножко ватная, немножко не ватная. Это, да. Кстати сказать, из Днепровска привезенная, вот где вы были. А, где мы были? Да, это. Ну, когда минус 50 градусов, может быть, не ну, подержит. Да, прохладно. Прохладно. Да. Ну, это вот известные люди, да, это вожди Ленин и Сталин. Этот барельеф выпускали у нас в Ягодном в 50-х годах на Ягоднинском ремонтно-механическом заводе. А то, что если останется и будет процветать североевропейский и Колыма, то Сталина тут нельзя не вспомнить. И о нем, в общем-то, будут говорить, что он, да, вот благодаря Сталину освоена эта земля. А вы думаете, что сейчас они достаточно задумают о репрессии, например? В начале 90-х годов в России, да и во всем мире было модно хаять эти репрессии, руководители всех, что все плохие, и все рушилось, так сказать. Здесь очень много экспонатов, что выбрасывали на помойку, сжигали. Я в полном смысле слова из огня выхватывал. Газеты старые, фотографии старые, все. Сейчас об этом меньше говорят. Почему сейчас меньше они об этом говорят? Почему вы думаете? Да мне страшно говорить мое мнение, вот в чем дело. Ну, ладно, скажу. Дело в том, что в момент перестройки, развала Советского Союза, все рвались к власти, скажем так, и искали хорошее место. А сейчас все обустроились, и у власти сейчас те же бывшие коммунисты. Ничего не изменилось там? И поэтому нет, они нашли хорошее место, многие, и все нормально живут. Их, я так думаю, мало интересует прошлое, и они этому не уделяют внимания. Здесь надо закрыть. Ага. Thanks for watching the video. You can of course look at the next episode, or you can look at the other recommended series, and don't forget to subscribe to our channel.